Ребята, всем привет! Сегодня у нас Diadora Titan 2. Модель делается в Китае. Флагманская модель от итальянского бренда. Почему же все-таки флагманская модель? Да все очень просто. Ценник весьма приемлемый. 90 баксов. Официальная цена. Огромное количество расцветок. В Российской Федерации бренд-шоп в частности продавал. Может быть сейчас продает. 6500. Ну в принципе не сильно кусучий ценник. Но за эти бабки я бы не стал их брать. А вот 50% уже за рубежом скидка, это уже весьма приятно. 45 баксов и плюс доставка. Итого, ну я думаю, за 4000 до 4000 можно их смело взять. У нас здесь есть дополнительная пара шнурков. Если из конкурентов брать, это как вот New Balance 574. New Balance 574 вообще огромное число вариантов. Так же как Saucony, Jazz. Так же как Adidas ZX когда-то, 700 и 750 модель. Очень популярная модель поэтому. Эта модель в частности подойдет больше всего на демисезон, на холодное лето. Опять же, плюс 10, плюс 15 градусов. Вот идеал для них. Ну, максималка 20. Никакие там 25-30 здесь, конечно, не канает. По материалам. Ну какие здесь могут быть материалы? Здесь спилок и нейлон. Под нейлоном еще текстиль. То есть он особо практически не продувается. На цветоустойчивость именно этой цветовой гаммы сейчас проверим. Вообще ничего не покрасилось. Но цвет такой здесь блекленький, я бы вам сказал. Не сильно пигментный, не какой-то насыщенный. Но все равно приятно. Здесь сразу же видим сбоку светоотражатель. Он один-единственный в этой модели. Здесь синтетика. Здесь обычно либо делают под вид кожи, ну и еще как-то. Но здесь вот такая синтетика, просто интересная такая именно по своей структуре. Знакомая всем вставка. Здесь пластмассовая она. И причем смотрите, как сделано. Где нужна как раз увеличенная боковая поддержка, вот они вам сделали. Интересно, да. С точки зрения потребителя, вот как вот мне вообще, больше всего интересуют именно вот такие модели. Тем, что они доступны, на них есть скидки. Зачем я буду париться, искать New Balance 574, к примеру, да? До 4000 с доставкой из-за рубежа, ну очень проблемно сейчас в данный момент найти. А вот Diadora в принципе можно. По форме все сделано предельно просто и правильно. Прошито, усилен большой палец, усилен мизинец. Здесь ничего не протирается просто так, не разваливается, не рассыпается. Конструкция весьма достойная. Надпись. Материал, вот как делают типично на New Balance 574, такой же спилок. Не очень приятный на ощупь. Тупо вот спилок и спилок. Но знаете, свои бабки, вот я говорю, эта модель 100% отработает. Главное, чтобы она была вам внешне по душе. Это, кстати, модель вообще из, опять же, 80-х, но переработанная. Это не такая, как раньше, насколько я понимаю. Она просто переработана немножко, доработана. И вот Titan 2. Как я уже сказал, делается модель в Китае. Обычная бирка. Ну и вот здесь вам еще сопроводительные надписи. Шнурки сами по себе. Мне не нравятся вот эти диадоровские шнурки. Они ни рыба, ни мясо. Они вот такие широкие. Петелька под шнурки. Язычок в принципе никуда не уходит. Периметр ахилла, пятка. Текстиль в принципе приятный на ощупь. Стабилизатор вот он где. По промежуточной подошве типичные. Полиуретан, опять же, импакт-контрол, поддержка. Но здесь вообще дубовая просто промежуточная подошва. И когда читаешь какие-то отзывы, где пишут, блин, ничего удобнее я не носил на своих ногах, просто приятно, амортизация дикая, ну, я не знаю, конечно. Здесь чуть-чуть амортизация получше, ну, как обычно, но все равно это, ну, какой-то состав вот полиуретана, очень твердый состав, здесь еще тверже. Ну, и здесь вот, видите, вставка внутри типа амортизационная, а по бокам именно поддержка. Что интересно здесь больше всего, как вот типа, как на ZX 750-х, протектор. Он интересный, да? Как он сделан, как вот на трейловых каких-то кроссовках. Ну, конечно, трейли так не делают. Там элементы более такие, более агрессивные и более друг от друга далеко расположены. Но так же, как на ZX 750, чтобы вы в грязь наступили и потом вот выколупывали, когда чистить соберетесь. Стелька здесь, я вам так скажу, Эва, тонюсенькая вообще, под низом стандартно ретро этот картон. Стельку они приклеили. Ну, выдирать, всегда спрашивают одно и то же, как выдирать. Ну, феном вы нагреете, 100 градусов, прогрели хорошо,
и потихоньку, не резко, а если резко дернете, оторвете часть стельки останется там с клеем. И можно вытащить. Здесь бирка, ну и все. Немножко внахлёст по длине стельки. Я вырывать сейчас не буду здесь ничего, но я вам скажу, они чуть-чуть маломерят. Вид сверху, в принципе, классический вид. Я вам скажу, огромное количество конкурентов у этой модели. Она не суперская модель, но и далеко не какая-то там лоховская. По сгибаемости, я вам скажу, поначалу вот они новые, видите, сгибаемость, ну такая, чуть-чуть сложноватая. Здесь место сгиба хорошо держит, именно этот тип текстиля хорош на сгиб. Нету никаких видимых полос, в принципе, здесь эластично все. Вот эта часть мне всегда подбешивает, особенно, ну, если сравнивать, Adidas Elite Trainer такой же фигней обладает, особенно когда ваша стопа больше, чем ваши кроссовки, поддавливают, и знаете, вот так вытягивается, топорщится, просто потом здесь обесцвечивается, некрасиво смотрится, но модель усилена со всех сторон. Дико длиннющие шнурки, это меня тоже подбешивает, ну, шнурки здесь вообще огромный минус. Сейчас давайте посмотрим по амортизации. Амортизация твердоватые, даже не средней мягкости кроссовки. Стабилизация, да, хорошая. Я чувствую даже неровности именно подошвы. Знаете, вот когда запрессовывают, когда заклеивают вот эти части, они вот здесь вот, если посмотреть со стороны подошвы, они такие неровные местами, особенно вот в этой области. И нога чуть-чуть, немножко я чувствую, вот у меня здесь чуть-чуть даже вот сюда куда-то подваливается. Но это потом выпрямляется по мере того, как вы ходите, давите, то есть это как бы все исправляется. Но я чувствую, знаете, сразу же вот подошву, то есть я не чувствую здесь стельки. На этом дико сэкономили, это очень плохо. Проверим на устойчивость модели. Устойчивость, блин. Хорошая устойчивость, но протектор здесь такой интересный, цепкий. Да, круто все здесь. Это, кстати, мой где-то 500-й обзор. На самом деле обзоров еще больше, не все попадает, что-то я отбраковываю. Ну, знаете, вот по опыту скажу, что вот все подобные модели, да, они и есть рабочие лошадки. На них стоит засмотреться, если вы хотите именно, чтобы модель вам прослужила долго. Потому что все вот эти шумные модели, хайповые, как их все называют, это, блин, просто сделаны ради сдирания с вас денег. И поэтому на моем канале они не так часто появляются. Они не нужны на самом деле. Это просто делают бизнес на этом всем. А вот эти модели, они проходят вас всех стороной. И как раз вот эти модели мне больше всего по душе. И они стоят своих бабок. Это цена-качество. Я пока стоял, мне пришла идея. Давайте уберем стельку. Я просто попробую с другими стельками надеть. Они приклеены. Греть нужно вот так вот. Держать вниз, а струя должна вверх направлена быть. Так, благополучно вытащил. Ну смотрите, клей-то не видите? Только вот до сюда, вот он клей. С пятки до середины. Стелька тонюсенькая, как я не знаю, вообще ни о чем. Да, Эва мягкий какой-то, но она просто тонкая вообще. 27,4, но они не ощущаются на 27,4, потому что вот у меня нога 26,3, представьте. Но они мне даже чуть-чуть, может как-то чуть-чуть, ну, поджимают. Возможно, причина может быть толстая, более такая пятка плотно, и вот здесь где-то сужение идет. Я возьму вот такие вот стельки, попробую с боковой поддержкой, орфолайтовские. Здесь толщина, в принципе, нормальная, 6 миллиметров. Нормалек. Да, разница, конечно, ребята, колоссальная. Орфолайтовская стелька — это вообще не та стелька, которая придает дикого комфорта. У нее же основная цель — это отвод влаги. Подошва не так сразу же ощущается. Да, вот они, производители, 2 копейки пожалели, а комфорта прибавляется, ну, ребят, не на 2 копейки. Так что я советую вам стоковые стельки убирать и ставить какие-то более интересные варианты. Модель рабочая лошадка, как вы поняли. Всем спасибо за внимание, оценки вы все увидели, давайте сбоку глянем и всем до свидания. Пишите комментарии, не забывайте, это помогает всегда видео и каналу.